Лунный календарь на июль 2019 года. Итак, разгар лета приходится на время перемен, трансформации сознания и необходимости ломки стереотипов и создания новых приоритетов. Лунный календарь на июль 2019 года советует больше времени посвятить отдыху и возможности укрепить иммунитет и здоровье за счет мощной энергии, которую дарует нам Солнце, воздух и вода. Самый опасный день в июле приходится на второе число, когда полное солнечное затмение в знаке зодиака Рак окажет неблагоприятное воздействие на все сферы жизнедеятельности людей. Это точная дата, когда Вселенная входит в летний коридор затмений, который станет своеобразным рубиконом перед полной перезагрузкой в вопросах бизнеса и взаимоотношений между мужчинами и женщинами. Лунный календарь на июль 2019 года предупреждает, что еще одна точная дата, когда следует соблюдать особую осторожность, приходится на 16 июля, когда лунное затмение в знаке Козерога активирует мошенников, лжецов и недоброжелателей. Именно в этот день состоится полнолуние, что предвещает много событий весьма противоречивого толка. Это смену лидеров, появление новых авторитетов в обществе, а также вынужденный отпуск или сложности в карьерном росте. Ближе к концу месяца энергетика Вселенной станет более позитивной и позволит насладиться простыми земными радостями в виде возможности отдохнуть в кругу любимых людей. Это лучшее время для начала отпуска, поездки за границу или командировки с целью повышения своего социального статуса. Середина лета приходится на ретроградный Меркурий в знаке зодиака Рака, поэтому лунный календарь на июль рекомендует в середине лета максимальное количество времени уделить отдыху, а также гармонизации отношений с любимым человеком. Ну а теперь давайте лунный календарь по дням. Итак, друзья, 1 июля это у нас понедельник, 27-28 лунные сутки, убывающая луна будет в Близнецах. Это энергетически очень сильный день, несущий как позитивные перемены, так и усугубление имеющихся конфликтов в обществе. Ожидается много новостей, сложности в вопросах бизнеса, непредвиденные расходы, а также внезапные встречи и расставания. 1 июля планета Марс переходит в знак зодиака Лев, гарантируя усиление противостояния между людьми и желающих занять более перспективную должность. Накануне солнечного затмения рекомендуется не бросать слова на ветер, дорожить своей репутацией, взвешивать возможные последствия после каждого сделанного шага. Если имеется такая возможность, устройте себе небольшой отпуск или смените обстановку. Перенесите принятие важных решений на более благоприятный день и просто плывите по течению, без резких движений и скоропалительных выводов. Друзья, 2 июля это у нас вторник, 28-29 первые лунные сутки. Новолуние будет в Раке и наступит ровно в 22 часа 17 минут по Москве. Это напряженный и наполненный событиями день недели поможет лучше разобраться в том, кто для вас друг, а кто враг. Сдернет маски с лицемеров, покажет истинные намерения людей, предпочитающих прятаться за красивыми или ничего не значащими словами. 2 июля это будет новолуние в Раке и совпадает с началом солнечного затмения, открывая двухнедельный период нестабильности, трансформации взглядов и образа жизни. Над чувствами и эмоциями людей властвует ретроградный Юпитер в июле. Поэтому в приоритете будут традиционные ценности, классика, возможность рационально использовать ранее накопленный опыт. Запаситесь терпением и помните, что самая темная часть ночи предвещает яркий рассвет нового дня. И любые перемены используйте в себе во благо, невзирая даже на их разрушительное свойство. Друзья, 3 июля. 3 июля это у нас среда, первые и вторые лунные сутки, растущая луна в Раке. Это один из самых благоприятных дней месяца, призывающий к активным действиям, позитивному взгляду на жизнь и плодотворной работе в коллективе единомышленников. 3 июля эта растущая луна в Раке позволит мягко выйти даже из самой запутанной житейской ситуации, насладиться комфортом в своем доме, легко обрести желаемое.
Гороскоп на июль советует именно на этот день недели назначить важные мероприятия, крупные покупки для дома или офиса, а также начать ремонт или делать трансформацию отношений с любимым человеком. Знакомство, происшедшее в этот день и до конца недели, может привести к созданию семьи, а также обретению своего дома и рождению ребенка. Народная примета на сегодня гласит, что успех в делах гарантирован тому, кто увидит птицу, летящую в небе. Если вы собрались в дальнюю дорогу, путешествие пройдет удачно. Друзья, 4 июля, это у нас будет четверг, 2 и 3 лунные сутки, растущая луна во Льве. Благоприятный день недели для любых начинаний, активной работы, поездок и отстраивания справедливости в суде и своей жизненной позиции в обществе. Все наиболее значимые социальные мероприятия имеет смысл проводить в дневное время суток, когда солнце дарит позитив и хорошее настроение. Сегодня, 4 июля, растущая луна во Льве помогает людям обрести уверенность в своих силах, более открыто выражать свои мысли и взгляды, ярко демонстрировать имеющиеся таланты. В этот период очень полезны интенсивные психологические и физические нагрузки. В 3 лунные сутки желательно полностью отдаться работе. Вы можете допоздна засиживаться за решением какой-либо проблемы, что пойдет вам на пользу. А вот пассивность и бездействие в этот день недели противопоказаны, так как ведут к застою в делах и снижению дохода. Друзья, 5 июля, это у нас будет пятница, 3-4 лунные сутки, растущая луна во Льве. Продуктивный и весьма позитивный день недели, когда ставку нужно делать на крепкую дружбу и эксклюзивность той информации, которая к вам поступает. Лунный календарь на июль говорит о том, что наступило отличное время для путешествий и деловых командировок, поиска новых источников дохода, а также начала перспективных проектов и старта новых отношений. Во второй половине дня многие люди столкнутся с необходимостью сделать свой выбор или принять непростое решение. Используйте ораторские способности для того, чтобы быстрее подниматься вверх по социальной лестнице. В трудной ситуации зовите на помощь единомышленников или обращайтесь за советом к авторитетному покровителю. 5 июля растущая луна во Льве откроет истинное положение вещей и поможет вам максимально раскрыть свой жизненный потенциал на текущий момент, укрепив авторитет и позиции в социуме. Друзья, 6 июля у нас суббота, это 4-5 лунные сутки, растущая луна в Деве. Хороший день как для отдыха, так и для работы, когда рациональное мышление позволяет быстрее добиться желаемого и реализовать на практике самые дерзкие задумки. Большую пользу принесут покупки для дома, сделанные в компании родственников, друзей или любимого человека. 6 июля растущая луна в Деве позволит подбить итог за неделю и определиться с приоритетами на будущее, восполнить энергетический баланс за счет смены рода деятельности и обстановки на более комфортную. В эти лунные сутки нужно быть особенно внимательным ко всем своим действиям, мыслям и поступкам. Все, о чем вы сегодня подумаете, все, что вы пожелаете, обязательно обретет свое реальное воплощение. Поэтому по возможности избегайте конфликтных ситуаций, а также встреч с людьми, которые вам именно неприятны. Друзья, 7 июля, воскресенье, 5-6 лунные сутки, растущая луна в Деве. Это очень позитивный день недели с мощной энергетикой, позволяющий получить поддержку Вселенной в любви, в любом, начинании. Магия лунных суток, которые приходится именно на 7 июля, располагает к проведению ритуала именно на большие деньги, который реально работает. Использование силы заговоров на богатство, а также обращение за помощью к ясновидящим. 7 июля растущая луна в Деве приходит на помощь тем, кто находится в стесненных жизненных обстоятельствах, дарит исполнение заветных желаний и позволяет точно узнать свое будущее. У многих людей в праздник Ивана Купала проявляется дар предвидения, а также обостряется интуиция, открываются самые разнообразные способности. И чтобы не спугнуть свою птицу удачи, избегайте конфликтов с окружающими. Идите на уступки и дипломатично решайте все возникающие спорные ситуации. Друзья, 8 июля, понедельник, 6-7 лунные сутки, растущая луна в Весах. Начало новой недели приходится на отрезок времени, когда ретроградный Меркурий набирает свою силу и власть.
внося путаницу, помехи и недоразумения в наш повседневный быт. Получаемая информация может быть искажена, вас могут неверно понять, поэтому контролируйте детали, иначе ошибки могут иметь серьезные последствия. Ожидаются проблемы в деловых поездках, оформлении документов, движении товара и денежных средств. Также традиция этого периода. 8 июля на растущей луне в весах пройдет праздник День семьи и верности, поэтому окажите больше внимания своей семье, любимым людям и близким родственникам. Укрепление взаимоотношений в обществе сделает вас энергетически сильнее, а также укрепит иммунитет и устойчивость к стрессовым ситуациям, а также даст ощущение защищенности и комфорта. У святых Петра и Февронии в этот день принято просить счастья с супругом, а одинокие люди молятся и читают заговоры о скорой встрече со второй половинкой. Друзья, 9 июля это у нас вторник, это 7-8 лунные сутки, первая четверть растущая луна в весах. Хороший, располагающий к труду, общению и поездкам день, когда можно смело развивать те проекты, которые были начаты в прошлом. 9 июля луна в весах достигла первой четверти под ретроградным Меркурием, поэтому свою актуальность набирают замыслы, деловые или любовные союзы, которые по каким-то причинам были временно заморожены. Возможно дальнейшее развитие как проекта, так и отношений, причем восстановление связей принесет море позитивных эмоций, хорошего настроения и счастья. Не пугайтесь, если в этот период у вас появится некоторая эмоциональная нестабильность. Могут возникать беспричинные перепады настроения. Вас будут бросать из крайности в крайность. Это естественно. Происходит преобразование, и старте мыслительные шаблоны заменяются новыми или преобразуются в более совершенные. Друзья, 10 июля это у нас среда, 8-9 лунные сутки, растущая луна в весах. Середина недели окажется богатой на самые разнообразные события, а также непредвиденные ситуации, встречи и расставания. День удачен для путешествий, поездок, переезда на новое место. Намечающиеся на это время новые дела потребуют более основательной проработки и серьезной подготовки. 10 июля растущая луна в весах призывает к сдержанности в словах и поступках, смирению и дипломатии. Народная примета на сегодня, 10 июля, гласит о том, что если за окном тепло и солнечно, такая погода простоит еще 7 недель. Богатые и зажиточные люди старались на Самсона одарить милостыней как можно большее количество бедняков и нищих. Считается, что чем больше отдашь 10 июля, тем больше получишь на весь год. Друзья, 11 июля это у нас четверг, 9-10 лунные сутки, растущая луна в Скорпионе. Этот день с противоречивой и нестабильной энергетикой, когда не рекомендуется начинать новые дела, отправляться в дорогу или принимать важное решение. Существует реальный риск того, что все пойдет не так, как вы планировали изначально. Обстоятельства сложатся против вас, и назначенная встреча сорвется в последний момент. 11 июля растущая луна переходит в зодиакальный знак Скорпион, накаляя обстановку до предела, обнажая ранее скрытые детали и обстоятельства. Будьте терпимы, не бойтесь идти на компромиссы, иначе конфликт, возникший между членами семьи в этот период, останется в семье надолго. Образно говоря, пустит корни. Народная примета гласит, что крапива, сорванная перед Петровым днем, станет отличным талисманом для скорпионов и овнов. Если женщина носит при себе ладанку с петровской крапивой, хулиганы и насильники будут обходить ее стороной. Друзья, 12 июля, пятница, это 10 и 11 лунные сутки, растущая луна в Скорпионе. Аварийный, травмоопасный и непредсказуемый день недели, когда не рекомендуется браться за тяжелую физическую работу или отправляться в дальние путешествия. Сегодня, 12 июля, на растущую луну в Скорпионе возможны аварии на коммуникациях при работе с электроинструментом. Особого внимания и соблюдения всех правил потребует дорожное движение. Погодные явления этого периода – это шквалистый ветер, шторм, сильные грозы и молнии. Возможны аварии на линии электропередач. Лунный календарь на июль предупреждает, что только ближе к вечеру энергетика Луны станет мягче, благодаря переходу в знак зодиака Стрелец.
Можно будет восполнить баланс потраченных сил в компании любимого человека или добрых друзей. Друзья, 13 июля это у нас суббота, 11 и 12 лунные сутки, растущая луна в Стрельце. Это один из самых позитивных и энергетически мощных дней лунного месяца, когда можно гадать на будущее, использовать любовную магию с пользой для себя, а также читать заговоры на успех в бизнесе и выполнять ритуал на большие деньги. Воплощение любых планов и замыслов приведет к желаемым результатам с наименьшими затратами сил с вашей стороны. Можно смело отправляться в долгое путешествие. Вам гарантированы яркие впечатления и отличный отдых. На растущей луне в Стрельце можно легче, чем обычно, найти общий язык с тем человеком, который вам особенно дорог, и добиться его расположения. Это также отличное время для заботы о своей внешности. Появляется возможность обновить гардероб и также продумать свежий летний имидж. Омолаживающие процедуры и диеты сегодня будут особенно полезны. Народная примета гласит, что если сегодня найти и съесть куриное яйцо, окрашенное в желтый цвет, очень скоро ваш дом посетит счастье и процветание. Друзья, далее у нас на 14 июля, воскресенье, это 12-13 лунные сутки, растущая луна в Стрельце. Выходной день наполнен энергетикой позитива, а также желанием абстрагироваться от всех житейских проблем и жить в свое удовольствие. Приветствуются любые поездки и путешествия, а также возможность поднять иммунитет за счет пищи, богатой витаминами. Прекрасно осуществляются мероприятия, направленные на открытие чего-то нового, возможность расширить круг своих друзей и повысить авторитет в обществе. Лунный календарь на июль напоминает, что 13-е лунные сутки – это период обновления и переход на новый, качественный уровень восприятия. Обязательно припомните, что вам приснилось этой ночью. Сон может оказаться вещим или несущим важную подсказку высших сил. К примеру, очень хорошая примета сегодня, 14 июля, увидеть во сне малину. Чем сочнее и крупнее будут ягоды, тем большая удача в жизни ожидает вас впереди. Друзья, 15 июля, понедельник, это 13 и 14 лунные сутки и растущая луна в Козероге. Начало новой недели заставит вспомнить о своих обязательствах и мобилизировать свои таланты на активный труд. 15 июля растущая луна в Козероге поможет легко расстаться с долгами при условии, что в будущем вы станете более рационально использовать свои накопления. В этот период нельзя сбавлять темп и осуществлять идеи или проекты. Необходимо продолжать усиленно работать и ни на минуту не сомневаться в успехе задуманного. Накануне полнолуния и лунного затмения нельзя затевать с кем-то ссору или конфликт, так как неизбежен разрыв и затянувшаяся вражда. Друзья, 16 июля это вторник, 14-15 лунные сутки и растущая луна в Козероге. Это достаточно размеренный день с позитивной энергетикой, располагающий к гармоничному сочетанию труда и отдыха. Сегодня растущая луна в Козероге преподнесет немало сюрпризов тем, кто привык все откладывать в долгий ящик. Велика вероятность задержки в получении прибыли и возможны убытки. Нужно мобилизировать все внутренние резервы для того, чтобы быстро решать возникающие проблемы. Все важные встречи и мероприятия планируйте на дневное время суток, пока солнце светит ярко, так как во второй половине дня работоспособность резко снизится и захочется просто плыть по течению. Обратите особое внимание на состояние своего здоровья, отказавшись от алкоголя и иных вредных привычек. В этот период времени приветствуется только здоровое питание и строгий распорядок дня, иначе придется потратиться на лечение. Друзья, 17 июля, среда, 15-16 лунные сутки, полнолуние в Козероге, точное время 0 часов 40 минут по Москве. Это судьбоносный день, требующий осторожности в поступках и дипломатии в словах, так как середина недели приходится на полнолуние в Козероге и частичное лунное затмение. 17 июля полнолуние в Козероге активирует тяжелую энергетику скованности обстоятельствами и рамками приличия. Поэтому все ваши действия активируют непредсказуемый ход событий с долгосрочными последствиями. Не стоит планировать переезд, командировку и решение каких-либо финансовых вопросов, так как есть риск мошенничества, обмана и роковых совпадений.
В эти лунные сутки нужно обращаться за помощью к ясновидящим, чтобы получить откровение от высших сил, а также поддержку личного ангела-хранителя и возможность узнать свое ближайшее будущее. Ритуальное блюдо нынешнего дня – это вкусная и сытная овсяная каша с маслом, а также чай с лимоном. Именно этот набор продуктов приведет в порядок ваше тело и душу, гармонизирует все сферы жизнедеятельности и даст мощный заряд бодрости и позитива. Друзья, 18 июля, это у нас четверг, 16-17 лунные сутки, убывающая луна в Водолее. Хороший, наполненным светом и добром день, который внесет ясность в любой вопрос, а также позволит трезво оценить ситуацию и принять верное решение. Делайте ставку на инициативность, умение ладить с людьми и добиться победы дипломатичным путем, пусть даже через компромиссы и уступки. 18 июля убывающая луна в Водолее позволит легко избавиться от старых привязок, беспорядка в голове и хлама на рабочем столе. Это отличный период времени для полной перезагрузки вашей жизни. Можно сменить обстановку, позволить себе отдохнуть, подумать о перспективах на будущее. Народная примета на сегодня гласит, что тот мужчина, который вечером дольше всех будет смотреть на небо, станет самым счастливым человеком. Друзья, 19 июля, пятница, это 17 и 18 лунные сутки, убывающая луна в Водолее. Это отличный день для семейного отдыха на природе, объединения любящих сердец и признания в нежных чувствах. На первый план выходят взаимоотношения между мужчиной и женщиной, и появляется возможность обрести новые знакомства и расширить круг хороших друзей. Поездка принесет много ярких впечатлений, а вопросы бизнеса лучше решать в неформальной обстановке без галстуков. Шансы на успех значительно возрастут. 19 июля ретроградный Меркурий возвращается в знак зодиака Рак, предвещая важные события в вашем доме. Это могут быть вести издалека, приезд родственников или необходимость что-то покупать для дома. Спешить в этот день нельзя, иначе к неудачному исходу дела. Возможно, потребуются небольшие ремонтные работы на квартире или даче. По народной примете роса в этот день набирает самые сильные целебные свойства. Если девушка ею умоется, быть ей долго молодой да румяной. А если встать пораньше и пройтись по утренней росе, это укрепит здоровье на долгие годы. Тот, кто родился 19 июля, проживет свою жизнь, плывя по течению. Друзья, 20 июля, суббота, 18-19 лунные сутки, убывающая луна в Рыбах. Суетливый и весьма напряженный день, когда запланированный отдых может сорваться по независящим от вас причинам. Энергетика этих лунных суток предвещает много неожиданных событий и резкие перепады настроения. Сегодня убывающая луна в Рыбах затуманит мозг и заставит больше думать о внешнем блеске, чем о внутреннем содержании. Такая позиция чревата ошибками, недоразумениями и необдуманными поступками себе во вред. Поэтому стоит отказаться от необдуманных покупок, так как может оказаться, что вы купили совершенно не то, что нужно, да еще и переплатили. Народная примета на этот день гласит, что если вы найдете время посидеть под дубом, то ваш энергетический баланс восстановится быстро и на долгое время. Тот, кто 20 июля празднует свой день рождения, отличается ленивым характером, но большой удачливостью в бизнесе. Друзья, 21 июля, воскресенье, 19 и 20 лунные сутки, убывающая луна в Рыбах. Это позитивный и радостный день, несущий добрые вести и избавление от старых обид и неприятностей. Все важные дела планируйте на вторую половину дня, когда жара спадет, и позволить мыслить логично и взвешенно. Наступило прекрасное время для поездок к морю, реке или океану, для отдыха, веселья, романтических встреч и свиданий. Сегодня убывающая луна в Рыбах делает людей более отзывчивыми, чуткими и нежными, поэтому используйте энергетику Вселенной для обретения счастья в личной жизни. Берегите свою нервную систему и обязательно воспользуйтесь предложением о помощи, которое поступит именно от влиятельного человека. Народная примета гласит, что сегодня можно сделать талисман из колосков ржи и зарядить его. Он станет вашим оберегом и оградит от порчи, сглазов и болезней всю семью.
Друзья, 22 июля, понедельник, это 20 и 21 лунные сутки, убывающая луна в рыбах. Это начало новой семидневки и приходится на день с пассивной энергетикой, когда приходится сталкиваться с равнодушием окружающих и преодолевать собственную лень. Откажитесь от решения вопросов в сфере бизнеса и права, так как существует риск разрушения того, что ранее так кропотливо создавалось. Необходимо переждать неблагоприятный период с тем, чтобы не нарваться на козни конкурентов и ловушки недоброжелателей. Поэтому не действуйте в одиночку. Существует риск принять опрометчивое решение под влиянием сиюминутного импульса. На выручку придет мудрый совет кого-то из вашего ближайшего окружения. Это может быть родственник или просто очень хороший друг. Лучшее, что можно сделать в эти лунные сутки на убывающую луну в рыбах, это отправиться к морскому побережью или уединиться где-нибудь возле водоема ближе к вечеру. 23 июля, вторник, 21-22 лунные сутки, убывающая луна в Овне. Это хороший гармоничный день, когда можно легко и быстро добиться отличных результатов без особого напряжения. Полезна коллективная работа и всевозможные поездки или путешествия. 23 июля убывающая луна в Овне позволит с легкостью распрощаться со старыми стереотипами мышления, а также впустить в жизнь позитивные перемены, выйти из состояния кризиса и начать новое дело, предвещающее успех. Лунный календарь на июль рекомендует действовать активно, проявлять напористость и доказывать свою правоту на деле и на словах. Вечером возможны неожиданные, но приятные сюрпризы в виде встреч или телефонных звонков. Ваша доброжелательность и умение ладить с людьми позволят узнать много новой и полезной информации о ближайшем окружении. 24 июля, среда, 22-23 лунные сутки, убывающая луна в Овне. Благоприятный день недели для активной работы над завершением ранее начатых проектов. А вот новое дело сегодня начинать не следует. На убывающую луну в Овне можно быстро решить вопросы с куплей, реализацией или арендой недвижимости, увеличением числа продаж в бизнесе, а также отдавать долги, так как чтобы денег в кошельке прибавилось. Могут неожиданно напомнить о себе проблемы, которые вы считали давно решенными. Теперь же придется что-то переделывать в срочном порядке, реконструировать или реформировать. Это могут быть как вопросы бизнеса, так и ваша личная жизнь. Во второй половине дня следует снизить темп жизни, так как Луна будет переходить в знак Тельца и отдать предпочтение той работе, которая не требует большой отдачи, но доставляет вам удовольствие. 25 июля, четверг, 23-24 лунные сутки, это третья четверть, убывающая Луна будет в Тельце. Это противоречивый день недели с крайне нестабильной энергетикой, когда приходится брать себя в руки, чтобы прожить его без потерь и сожаления. 25 июля убывающая луна в Тельце приносит хлопоты тем, кто не привык действовать самостоятельно и заставляет ломать стереотипы. Учит находить выход из очень запутанных ситуаций. Новых дел лучше не начинать. А также, друзья, следить за своими словами и поступками. Все важные дела планировать на вторую половину дня, когда энергетика Луны станет мягче и комфортнее. Начиная с 19 часов по Москве, многие люди получат хорошие шансы на восстановление справедливости, улучшение своего материального положения, а также получение долгожданных новостей. Это прекрасный период для творчества. Можно не только создавать художественные произведения, но и удачно их демонстрировать. Презентации, выставки, концерты и творческие вечера проходят очень успешно. 26 июля, пятница, 24 лунные сутки, убывающая луна в Тельце. Первая половина дня несет мощный заряд позитивной энергетики Вселенной, помогая людям быстрее получить желаемое. Народная примета на 26 июля гласит, что если девушка на восходе солнца умоется утренней росой, ее кожа весь год будет чистой и свежей. Начиная с полудня, Луна будет покровительствовать вопросам трансформации личной жизни в позитивное русло, а также возможности расширить круг своих друзей и знакомств.
Над людьми будут властвовать стихия воздуха, который помогает пустить по ветру все прошлые неудачи и развеять грусть, печаль без остатка с помощью хорошего настроения, медитации и общения с единомышленниками. Лунный календарь на июль советует больше времени уделить своему имиджу и возможности укрепить здоровье. На пользу пойдут водные процедуры, умеренный загар, а также здоровое питание, богатое на зелень и кисломолочные продукты. Друзья, 27 июля, суббота, 24-25 лунные сутки, убывающая луна в Близнецах. Итак, наступил день активного отдыха, возможности сочетать личные интересы с вопросами бизнеса и продвижения. Лунный календарь рекомендует назначить на эту точную дату поездку, командировку или переезд, так как в будущем это позволит значительно укрепить свои позиции в жизни. Очень благоприятное время для общения с друзьями и партнерами по работе в неофициальной обстановке. Перед вами открываются новые перспективы и раскрывается информация, которая ранее была просто недоступна. Также появляются новые источники дохода. 27 июля убывающая луна в Близнецах способствует формированию долгосрочных отношений, укреплению семьи и обретению гармонии между мужчиной и женщиной. Друзья, 28 июля, воскресенье, 25-26 лунные сутки, убывающая луна в Близнецах. Выходной день следует провести в атмосфере отдыха и праздной лени ради сохранения ранее достигнутых высот. Сегодня неблагоприятный день недели для любой работы из-за нестабильного положения Луны в знаке зодиака. Особого внимания потребует здоровье, так как возможно обострение хронических заболеваний, простуды или проблемы с желудком. На помощь придет очищающая диета и отказ от вредных привычек. С наступлением сумерек Венера перейдет в знак зодиака Лев, открывая период романтики, любви, романтических путешествий и приключений. Лунный календарь утверждает, что наступило отличное время для отпуска или отдыха на природе. Благоприятный эффект дадут энергетические практики, обращения за помощью к экстрасенсу. Друзья, 29 июля, понедельник, 26-27 лунные сутки, убывающая луна в Близнецах. Новая семидневка приходится на очень благоприятный день, обещающий быстрое продвижение к цели, а также решение всех спорных вопросов в вашу пользу. Сегодня ретроградный Меркурий возвращается в прямое движение, поэтому в приоритете остаются вопросы выплаты долгов, избавления от ненужных связей, а также завершения проектов и подведения итогов. Убывающая луна в Близнецах помогает восстановлению родственных связей и способствует объединению людей разного возраста ради благого дела. Именно в этот день вы сможете взглянуть свежим взглядом на ранее известные обстоятельства и обнаружить детали, ранее скрытые из вида. В данный период как нельзя лучше сочетаются разум и интуиция, что позволяет рационально использовать время и свои силы. Друзья, 30 июля, вторник, это 27-28 лунные сутки, убывающая луна в Раке. Позитивный и очень светлый день недели с легкой и почти парящей энергетикой счастья и процветания. Лунный календарь на июль говорит о том нам, что эти лунные сутки отлично подходят для гармонизации отношений между мужчиной и женщиной, прояснения запутанной ситуации, а также душевных разговоров с любимым человеком. Сегодня убывающая луна в Раке благоприятствует таким сугубо земным делам, как приобретение недвижимости, автомобиля или крупной техники для дома или офиса. В вечернее время огромную пользу принесут все социально значимые мероприятия с большим количеством участников. Вы сможете энергетически подпитаться счастьем и позитивным от радушно настроенных людей, а также настроиться на счастливые перемены в своей судьбе. Друзья, 31 июля будет среда, 28-29 лунные сутки, убывающая луна в Раке. Это последний день месяца, и пройдет он в суматошной атмосфере, когда дела будут идти не так, как вы этого планировали, из-за чего возможны депрессии, слезы, недовольство жизнью. Сегодня убывающая луна в Раке рекомендует воздержаться от принятия скоропалительных решений, не рубить сгоряча и не сжигать безвозвратно мосты в прошлое.
Вполне возможно, что ближайшее будущее принесет очень интересные новости, которые заставят вас пожалеть о сказанном и сделанном в этот день недели. Так что будьте дипломатичны и выбирайте компромиссные решения. В вечерние часы не следует купаться в открытом водоеме, так как есть риск получить травму или обострение уже имеющегося хронического заболевания. Друзья, вот такой вот лунный у нас календарь на июль 2019 года. В июле у нас будет солнечное затмение полное, будет полнолуние, поэтому, пожалуйста, будьте осторожны, будьте внимательны. Ну а с вами был канал Эзотерика для тебя, друзья. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, но также пишите ваши вопросы и комментарии. Мы, друзья, с вами прощаемся и услышимся в следующих эфирах. Пока-пока!